Вот такой прекрасный ужин я сегодня сделал нам. Это мой простенький винегрет, а также жареная курица в духовке с сыром. Это обалденно вкусно и также аппетитно все выглядит. А если вы желаете узнать, как я все это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу вам. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить. Сегодня я решил сделать на гарнир. Я совсем недавно делал у нас винегрет. Моим семье это очень понравилось. Винегрет закончится очень быстро. И сегодня я сделал опять винегрет, только немножко по-другому. И к этому на мясо я решил, давно этого не делал, промариновать курицу в майонезе, потом прожарить это в духовке и в конце еще посыпать сыром. Это обалденно вкусно. Если вы такого раньше не делали, посмотрите, может быть, я вам дам идею, чему-то вы научитесь. А если вы такое раньше делали, давно не делали, можете посмотреть это видео, может быть, вам захочется сделать то же самое, почему бы и нет. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Итак, в первую очередь, здесь у меня куриные кусочки уже. Я сейчас туда добавлю немного майонеза. Вот так. И добавим немножко приправы. Насчет приправы я буду пользоваться хмели сунаричуле сегодня. Так. Добавлю немножко тимьян или тайм, у нас на английском называется. Сюда же я сейчас добавлю молотый перец. Есть такая приправа умами, если у вас этого нет, то не надо. Это практически сделано на рисе, и она должна улучшить вкусовые качества мяса. Так. Теперь подсолим. И своей же рукой делаю хороший массаж куриным кусочком. Потому что чашка сама по себе маленькая, и удобнее, когда рукой все это промассажировать. И мы оставим так мариноваться на пару часиков. Тем временем мы сейчас сделаем винегрет тоже, и как раз к ужину винегрет отстоится, потому что все салаты и винегреты лучше всего делать, и потом пускай они пару часов стоят перед тем, как подавать на стол. Итак, все это перемешали, промассажировали, и пускай теперь маринуется пару часиков. Итак, для нашего винегрета я взял маленький кусок капусты и очень-очень медленько мы сейчас пошинкуем, порежем. Очень меленько. Я знаю, что для винегрета делается с кислой капустой. Так как у меня в семье кислую капусту никто не ест, кроме меня, значит, я импровизирую. Самый главный результат, чтобы был вкусный. И самое главное, что дома, когда импровизируете, вы делаете то, что вам нравится, вашей семье нравится. Потому что многие могут сейчас сказать, что они так делают, еще чего-то. Но я с вами делюсь так, как я делаю. И самое главное, делюсь тем, что очень вкусно. Так, теперь это все идет в чашку. В чашке можете рукой помнуть. Я к толкушке немножко пройдусь. Тогда капуста будет намного мягче, и она отдаст соки лучше. У меня руки, к сожалению, слабые по болезни, так что я таким образом выхожу с ситуации. Так, теперь начну нарезать картошку. Картошку я уже отварил вчера, так что сегодня только пользоваться ею.
Нарезаем как для салата, потому что винегрет это тоже салат. Мне нравится сам по себе горошек зеленый, но я в салат не добавляю, потому что того горошка соленого нету, то, что было в советское время. И другой горошек я пытался добавлять в салат, и мне не нравилось. Так что это причина, почему я не добавляю горох в салат. Вот и все. И все это идет теперь в чашку. Так. Как я сказал, в этот раз я добавляю морковку. 2 морковки у меня здесь. Очень мелкими кубиками сделаем. Миску. Так. Теперь из ингредиентов мы добавим сюда бочковый огурец. Так, бочковые огурцы я сам не делаю. Они точно так же, как у меня мама раньше делала. И их можно купить в специализированных магазинах здесь в Англии. В международном или в польском магазине. Или в магазине для товаров с Восточной Европы. Они по себе немножко так дороговаты, но честно скажу, что я люблю бочковые огурцы, они мне напоминают всегда дом, когда мне мама раньше их делала. И честно скажу, мне самому еще я люблю рассол после огурцов остается. Это обалденно вкусно. Они здесь дадут кислинку и как раз компенсируют то, что у меня там нет соленых. Компенсирует, что у меня нет соленой капусты там, квашеной капусты. Салат сам по себе делается очень быстро и легко, но в то же время это очень вкусно. Так, в миску идет. Теперь из овощей осталась свекла. Итак, свеклу я сам не варю. Свекла у нас я покупаю уже в вакуумных упаковках вареную. Она тоже очень вкусная. И уменьшает время на кухне. Сам по себе я свеклу очень люблю, и у меня семья ее любит. Часто я иногда добавляю просто тертую свеклу в салаты или в супы. И очень мы в семье любим свекольник суп. Так, теперь из нарезок нам осталось нарезать зеленый лук и петрушку с укропом. И на этом у нас нарезки все готовы будут. Так, полная миска салата будет сегодня. Вот так, я беру зеленый лук, кончики отрезаем и меленько порежем и отправим туда в миску. И хорошо это мы все перемешаем, и я поставлю в холодильник на пару часиков, как раз к ужину она будет готова, потому что у нас еще курица маринуется. Так что, потому что все салаты, когда вы делаете, я повторяюсь уже, всегда хорошо, если бы они пару часиков постояли перед тем, как вы их подаете на стол. Вот так. Отправляется в миску теперь. И осталась петрушка с с укропом. Я последний раз, когда делал винегрет, у меня зелени не было. Я люблю, когда зелень в винегрете. Зелень всегда дает хорошую свежесть и более аппетитный вид для салата.
Я везде добавляю зелень, хотя в Англии здесь не любят добавлять укроп везде. У них здесь закон, как будто не писано, что укроп только идет в рыбное блюдо. А я люблю добавлять везде. Так. Теперь идет в миску. И сейчас мы все это перемешаем. Итак, сюда мы теперь добавим немного перца. Так. Немножко соли. Много соли не надо, потому что огурцы уже соленые сами по себе. Сейчас все перемешаем и посмотрим. Если еще надо, то еще добавим. Теперь мы добавляем. Я добавляю постное масло, которое с запахом подсолнуха. И теперь потихонечку все перемешаю аккуратненько. Еще один метод добавления лука у меня мама раньше всегда делала. Она научилась, когда в молодости она жила в Краснодарском крае, там где с отцом она познакомилась. Бабушка иногда этот лук, большой репчатый лук, пережарит и потом уже добавляла винегрет. Как-нибудь я тоже еще так сделаю. Я так тоже раньше делал, уже давно тоже не делал, так что как-нибудь мы сделаем тему с методом. Так, теперь я попробую немножко на вкус, если надо, то еще соли добавим. Получилось обалденно вкусно все. И сейчас я перенесу это все в миску, салатницу, накроем и отправим в холодильник. Вот и все. Теперь сейчас накроем. И теперь пускай он в холодильнике доходит пару часов перед тем, как мы подадим на стол. Как раз к этому времени и курицу мы поджарим. Итак, курица у меня промариновалась пару часиков. Сейчас мы сложим в эту форму красиво. Накроем это фольгою. И все это идет у нас в духовку. В духовке выпекаться будет при 180 градусов. Первые 45 минут мы сделаем под фольгою, потом мы фольгу снимем, сверху насыпем сыром и опять пойдет в духовку на минут 15. Так что делается очень легко, но в то же время это очень обалденно вкусно. Вот так что перед духовку 180 градусов 45 минут. И вот наша курица была под фольгою в духовке 45 минут. Будьте осторожны, когда снимаете фольгу. Смотрите, пар вовсю идет. Так, смотри, какая прелесть, как аппетитно выглядит. Теперь что я сделаю? Я беру немножко тертого сыра, у меня моцарелла в этом случае. И так сверху на каждый кусочек я положу. И так пойдет обратно минут на 15 в духовку. Вот так. И обратно в духовку минут на 15. Вот такая прелесть получилась. Честно скажу, я результатом очень-очень доволен. Курицу я выпекал 180 градусов 45 минут под фольгою и 7 минут без фольги.
Я говорил, что 15 буду держать, но 7 достаточно, потому что сыр красиво зарумянился сверху. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей для ужина. Простенько, но очень-очень вкусно. Я сделал винегрет простенький по собственному рецепту. И к этому я просто поджарил курицу в духовке, что я давно очень не делал. И сверху еще с сыром. Как вы видите, обалденно вкусно все это и аппетитно. А вам хотел бы пожелать самого наилучшего. Но в то же время я надеюсь, что кому-то это видео дало какие-то идеи тоже. Сделать то же самое или наподобие такого, почему бы и нет. А на этом всем крепкого здоровья, мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.